Друзья, всем привет! В Беларусь пришла хорошая снежная зима, и это повод на выходных съездить на дачу. Сегодня я вам хочу рассказать о том, как же себя чувствует наше электроотопление, которое мы делали в 2021 году. Погнали! Напомню по домику. У нас обычный деревянный домик, который мы используем как дачу в Минской области. По площади он примерно 60 квадратных метров. Это две большие комнаты по 15 и 18 квадратных метров. И перестроенная из газоблока большая кухня на 20 квадратных метров. В каждом из этих помещений стоит по 2-киловаттному электроконвектору, который работает в режиме 1 киловатта, больше не надо. Также у нас на кухне еще стоит запасной. Он не умный, мы его включаем изредка. Также на кухне у нас присутствует санузел в 4 квадратных метра, в котором у нас стоит батарея на 1 киловатт и работает она в режиме полукиловатта, и бойлер-водонагреватель на 80 литров. Бойлер тоже можно включать в эту систему электроотопления. Все у нас оборудование, а именно электроконвектора термексовские. Хочу обратить внимание, что одна розетка у нас не задействована, в нее в дальнейшем мы еще подключим электрический полотенцесушитель. Его в эту систему тоже можно подключать. Как вы могли заметить, все розетки, связанные с системой электроотопления, опломбированы, и это не просто так. На электроотопление в нашем случае разведена полностью отдельная линия по дому, в нее включены конкретные приборы, вот конкретный щиток данного электроотопления. На все это дело нужно отдельно получать разрешение, регистрировать в энергосбыте и получать специальный льготный тариф на электроотопление в домах, где отсутствует центральное теплоснабжение и газоснабжение. В роли нагревателей мы используем умные обогреватели Thermex. И, как показала практика, на протяжении 2 лет они уже работают без каких-либо проблем. Все отлично. Настраиваются. Это умные обогреватели, они работают по системе «Умный дом», нареканий к ним никаких. Тема просто супер. Подробно о них рассказывал вот по этой ссылке. Также все это дело контролит еще автономный умный градусник. Все это опять же подключается в систему умного дома Tuya Smart, и мы полностью управляем отоплением с мобильного телефона из любой точки мира. Что же касается самого приложения. Как я уже напомню, данная система работает с приложением «Умный дом Tuya Smart». В нее добавлены все наши 4 обогревателя. Летом, пока стоял бассейн, был подключен также циркуляционный насос. Сейчас подключена вытяжка, градусник, датчик протечки и датчик дыма. Причем все эти вещи между собой завязаны. Например, можно создавать сценарии, при которых, если обогреватель выключился, допустим, выключили свет, у этих обогревателей Thermex есть такой прикол, что если они выключились, то включаются они дальше только физически. То есть вы его выключили, и при появлении света включить его можно только ткнув в него пальцем в кнопку. Однако в умном сценарии можно сделать такую вещь, чтобы если обогреватель выключился, то он включился. Задать такое «если», «то». И при этом, если у вас вырубился свет, то он автоматически включится. По этим термексам надо знать эту вещь обязательно, если вы будете себе их ставить. Иначе один раз свет моргнул, и вы остались без связи с конвектором. Итак, здесь мы видим все наши датчики, видим обогреватели. Все это между собой завязано. Например, сделан сценарий, что если датчик дыма почувствует дым, то выключатся абсолютно все электроприборы, которые в этом умном доме. Абсолютно все конвектора, вытяжки, насосы и так далее. Если датчик протечки воды почувствует что-то неладное, где-то протечку, то он выключит все электроприборы в ванной. В данном случае это только обогреватель ванной. Что же касается самих обогревателей. То есть, например, мы заходим в обогреватель кухня. Здесь мы видим его текущую температуру на кухне 22 градуса и настройки 23 градуса на самом конвекторе. При этом он постоянно поддерживает данную температуру. Я же себе сделал несколько заготовочек сверху на все 4 конвектора сразу. То есть мы можем включить одновременно везде 23 градуса, либо точно так же везде 15 градусов, 22, 20, это у меня летние режимы и так далее. Когда мы не находимся на даче, у меня дом стоит в режиме 15 градусов. Когда мы сюда едем, я включаю его на плюс 23. Что же касается скорости прогрева нашего домика, напомню, это полдомика деревянного, полдомика у нас из газоблока, кухня конкретно с санузлом.
Все это, ну, относительно нормально утеплено. Внутри я поддерживаю всегда 15 градусов. Вот мы зайдем в статистику нашего умного градусника, который стоит на полке. Он регистрирует все данные. И, допустим, включим вчерашний день. Мы вчера собрались выехать на дачу. Вот у нас было 13 градусов внутри, 13-14 градусов. В 8 утра я включил обогрев на 23 градуса. И пока мы в обед приехали в 3 часа дня сюда, в доме уже по данным градусника было 19,9-20 градусов. Хотя внутри уже на самом деле было там все 23-24. Прикол в том, что все конвектора стоят на уровне пола, практически там 10 сантиметров от пола. И горячий воздух уходит вверх, соответственно, в помещении воздух уже горячий, а мебель вся настывшая. И гораздо комфортнее включать обогреватели, очень заранее до приезда, хотя бы за день. Тогда вы приезжаете уже в теплое, комфортное помещение. Так вы приехали, вроде в нем тепло, здорово, прикольно, в то же время столы, стулья холодные, пол холодный, все холодное, такое не совсем приятно. Однако за полдня все это прогревается. Итак, мы видим, чтобы прогреть помещение в 60 квадратных метров с 15 градусов до комфортных 22-23, у нас прошло с 8 утра, по данным градусника, и вот до 17-18 вечера. Фактически, чтобы поднять такую температуру, надо в районе 10 часов греть помещение. При этом, напомню, все конвектора у меня работают в режиме 1 киловатта, хотя они 2-киловаттные. Сделано это специально. Конечно же, если включить все три по 2 киловатта, тогда помещение нагреется гораздо быстрее. Но при этом это будет достаточно ощутимый удар по внутрянке, и по отделке, и по мебели, и так далее. Все должно прогреваться равномерно. Еще здесь в приложении можно посмотреть статистику за, допустим, достаточно длительный период времени. Вот у нас по месяцу. А весь ноябрь мы приезжали сюда только один раз тоже на вечер, надо было кое-что сделать, забрать, я включал обогреватели. У нас мы поддерживаем помещение 13-14 градусов. Я ставлю 15, но почему-то умный градусник показывает там в районе 14. В то же время влажность. Основная задумка данной системы и обогрева слабого в осенний, весенний и зимний период было поддержание здесь уровня влажности. Потому что дом очень сильно набирал влажности за лето. И потом здесь все это просто-напросто прело и гнило. То есть вы приезжаете, а внутри настолько влажно, настолько неприятно. Все кровати, все постельное белье мокрое, все мокрое. Особенно после того, как мы перестройку перестроили. Там в этом цементе, в бетоне столько воды еще испарялось целый год, что чуть ли не дожди шли в доме. При этом влажность постоянно поддерживается на уровне примерно, вот как видите, 40-50%. Норма 60, все лето было 60, там всю осень было 60, потому что все это дело подогревается. А зимой здесь в районе 40, а в морозы даже и 30% влажность. То есть из-за того, что помещение прогревается, оно постоянно сухое. И приезжать в сухое, теплое, комфортное помещение, отдохнуть на выходные просто супер. Конвекторами я в целом доволен, кроме одного момента. Когда они работают на постоянной основе, греют помещение, они никаких звуков не издают, а в дальнейшем работают циклично, включаются и выключаются. Так вот, когда конвектор остыл и заново включается, первые 20-30 секунд металл, наверное, начинает расширяться, и он издает стучащие звуки. Они не сильно громкие, но ночью напрягает. Что же касается расхода электроэнергии, чтобы поддерживать в доме температуру 15 градусов зимой при морозах в минус 10, вся эта система у меня тратит примерно 800-900 киловатт. Ну а чтобы в доме было плюс 23, плюс постоянно грелась вода, уходит примерно 50-70 киловатт в день. Также хочу напомнить, что это специальный электротариф в Республике Беларусь для отопления и подогрева воды в домах, где не предусмотрено центральное теплоснабжение и газоснабжение. Иначе топиться было бы, откровенно недешево. В
целом, чтобы поддерживать в доме температуру в 15 градусов, чтобы он был постоянно сухой и уютный, в месяц в морозы в минус 10 у нас уходит порядка 10-15 долларов. Согласитесь, это копейки. При этом, чтобы подключить все это к нашему дому, было потрачено примерно 2000 долларов на все сопутствующее оборудование, автоматы, ввод в дом и сами конвектора, работу электрика и так далее. Об этом было подробное видео вот по этой ссылочке. А так, в целом супер. Включил, дом нагрелся, приехал, отдохнул, выключил, уехал. Мы этой теме остались очень довольны. Ну, а кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!